Исследователи называют период перименопаузы окном уязвимости. Таких окон в жизни женщины 3: пубертат, беременность и роды и перименопауза, особенно ранняя стадия. Все 3 объединяют резкие колебания половых гормонов. Это выглядит так: постоянное легкое фоновое напряжение, навязчивые мысли, невозможность выключить голову, выбор самого плохого диагноза из десятка вероятных и самого пессимистичного прогноза событий из всех возможных, самого неприятного для вас объяснения чьей-то брошенной фразы или взгляда. Нарушение сна не просто плохо сплю, а раннее пробуждение с немедленной активацией тревожных мыслей. Вы лежите, перебирая в голове всякие ужасы, которые могут случиться с вами и вашими близкими. И измученному мозгу они кажутся реальными и неизбежными. У некоторых женщин впервые в жизни случаются панические атаки. Совет «успокойтесь» не работает, потому что вы не симулянтка, не истеричка и не глупая женщина. Это работа вегетативной нервной системы. Примерно у половины женщин в этом возрасте наблюдается повышенная тревожность и беспокойство. Исследования показывают, что тревожность многократно усиливается при наличии хронического стресса, предшествующих эпизодов тревоги или депрессии, высокой бытовой и семейной нагрузки, финансового давления. Биология создает почву, жизнь – триггер. Перименопаузу у нас с вами относительно темы нашего видео есть 2 возрастные проблемы. Накопление жизненного опыта не всегда положительного и гормональные пляски, меняющие нейрофизиологию мозга. С гормонами мы без применения лекарственных средств сделать ничего не можем. А вот с реакцией нашего тела и мозга на реальную или воображаемую угрозу очень даже хорошо можем. Здравствуйте, меня зовут Ирина, мне 60, и мне это все знакомо до боли. Я тревожный тип по жизни, поэтому очень хорошо вас понимаю. В этом видео я разберу симптомы, причины и 2 простые техники для снятия тревожности в разных ситуациях. Эти техники разработаны специалистами, специально для нас с вами. Эти несложные упражнения помогут перепрограммировать ваш мозг и научат его не кричать «караул» по любому поводу. Это не магия. Эти техники основаны на понимании того, как тело, мысли, эмоции и поведение связаны между собой. Мы меняем мысли и поведение и постепенно перенастраиваем и эмоциональную, и физиологическую реакцию организма. Расскажу, как именно. У нас в мозге есть структуры, отвечающие за прохождение сигнала тревоги. Это сильно упрощенно, не ругайте меня, биологи, миндалины, гиппокамп и префронтальная кора. Миндалины из этих 3 – самый древний отдел. Он отвечает за базовые реакции выживания – страх, агрессия, быстрая оценка, опасно, не опасно. Миндалины управляют нашей симпатической нервной системой, то есть запускают адреналиновую реакцию «бей, беги, замри». Пот, сердцебиение, туман в голове, давление повышается, напряжение мышц или, наоборот, ощущение, что ноги подкашиваются и руки ледяные. Если вы это почувствовали, скажите себе: это сработала моя миндалина. Это самая первая, самая древняя, бессознательная реакция на угрозу, реальную или воображаемую. Но совсем не обязательно симпатическая нервная система отреагирует так остро. Реакция тела может и не быть. Вы будете это ощущать как непонятный дискомфорт, беспокойство, раздражение. Небольшого тонуса мышц вы можете и не заметить. Это быстрый путь сигнала тревоги. Если вас заметил саблезубый тигр, вам некогда обдумывать ситуацию, надо удирать. Гиппокамп отвечает за сравнение сигнала с тем, что когда-то было. То есть он не просто фиксирует угрозу, а рассказывает мозгу историю. Например, вы увидели большую собаку. Миндалина напряглась, гиппокамп выдал ассоциацию. Год назад меня напугала большая собака. Была агрессивна, рычала, было страшно, хозяин ее еле оттащил. И подкрепляет реакцию миндалины, усиливая симптомы «бей, беги, замри». Либо скрип деревянного дома ночью. Мы на долю секунды пугаемся, но гиппокамп говорит: это уже было много раз. Было страшно, но обошлось. Отбой, всем спать. Это все еще бессознательная реакция. Наконец, в процесс вступает самый новый отдел мозга – префронтальная кора, которая отвечает в том числе за планирование, самоконтроль и управление эмоциями. То есть мы увидели собаку, миндалина включила тревогу, гиппокамп ее подтвердил. В принципе, на этом может все и закончиться. Вы побежите или заскочите в ближайший магазин, пытаясь унять бешеное сердцебиение. И только задним числом со смехом расскажете подруге, как шарахнулись от безобидного пуделя.
Либо вы скажете себе: стоп, собака – это собака, но намного меньше. И на коротком поводке. И вообще, год назад я сама была виновата. Срезала путь через собачью площадку. Пройдете мимо. Гиппокамп это запомнит. И в следующий раз скажет: уже был похожий случай, ничего страшного не произошло. Не паникуем, проходим мимо. Сигнал тревоги ослабевает, и включается система торможения, парасимпатическая нервная система, которая все возвращает на свои места и приводит в норму давление, дыхание, сердцебиение, кровообращение, ясную голову. Давайте зафиксируем, что мы не всегда управляем вегетативной реакцией нашего организма, но поведением мы можем управлять. Это важно, потому что на этом построены упражнения против тревоги. Так должно работать. Но жизнь вносит коррективы. Вы попали в эволюционную ловушку. Эволюционно наш мозг заточен на запоминание угроз. Ситуации, когда тревога оказалась не напрасной, и даже когда мы просто долго переживали из-за чего-то, мозг запоминает гораздо лучше, чем когда все обошлось. Что оправдано с точки зрения выживания в диком обществе, лучше перестраховаться, чем недооценить. С возрастом наша карта угроз пополняется, и происходит возрастное накопление тревожности. Это не официальный диагноз, а скорее удачное описание симптомов. Под каждый чих наш гиппокамп услужливо подсовывает преимущественно плохие ассоциации, а префронтальная кора с удовольствием их рационализирует. У бабушки моей знакомой тоже были такие боли, и она умерла от рака. Это пример такой рационализации. Мы улавливаем сигналы, разумеется, подтверждающие, что нас не любят, не уважают и вообще в грош не ставят. А неопределенное будущее становится более чем определенно плохим. На это накладываются гормональные пляски. Женский половой гормон эстрадиол начинает вырабатываться неравномерно. Уровень прогестерона падает, возникает дисбаланс. Мозг пытается приспособиться к этим изменениям, отсекая лишние нейронные связи. Серое вещество в лобных и височных долях префронтальной коры истончается. Именно эти отделы отвечают за силу воли, самоконтроль, управление эмоциями, адекватную оценку контекста ситуации и реальность угрозы. Мы становимся раздражительны, обидчивы, мнительны, эмоциональны, импульсивны и тревожны. Напишите в комментариях, если вы почувствовали изменения в своем восприятии мира, стали более тревожны, обидчивы и раздражительны. Поверьте, нас таких много. Есть хорошая новость. Эти изменения в мозге часто обратимы. Надо просто пережить переменопаузу и постараться помочь себе, чем мы дальше с вами и займемся. Как будто накопление тревожности и истончения префронталки мало, еще и серотониновая система и система торможения из-за гормональной нестабильности начинают работать плохо. Серотонин – это медиатор эмоциональной устойчивости. Он работает как фильтр, который приглушает мелкие раздражители, а прогестерон уже не помогает гасить сигналы. Мелкий раздражитель становится непропорционально значимым. То, что раньше мозг оценивал как неприятно, но терпимо, теперь вызывает бурю эмоций. Это ощущается как физическая невозможность держать раздражение или слезы. В нашем измученном мозге в фоновом режиме не перестает мигать красная лампочка. И надпочечники поддерживают высокий уровень кортизола, гормона стресса. Это может давать постоянное легкое мышечное напряжение, невозможность выключить мысли ночью, хроническую усталость и проблемы со сном. Бессонница, слабость, утомление еще ослабляют систему торможения. Тело все время работает в режиме ожидания удара. Как вам такое, советчики? Просто возьми себя в руки. Пока ваше тело готовится к схватке с тигром, вы просто пытаетесь уснуть. Но выход есть. Давайте поможем себе и попробуем немного перепрограммировать наш мозг, чтобы разорвать порочный круг: тревога, адреналин, катастрофический сценарий, еще больше тревоги, хронический стресс. Наша цель, чтобы в арсенале гиппокампа не превалировали плохие истории, а префронтальная кора не отдавала все управление на откуп миндалине и тревожным ассоциациям гиппокампа, а искала альтернативные объяснения. Эти упражнения помогут перевести наши тревожные эмоции и импульсивные действия в реалистичный анализ и рациональное поведение, оборвать красочный полет нашего воображения и возвратить нам ощущение контроля. Для этого заведем дневник наблюдений. Блокнот или тетрадь, в которой мы будем записывать события, эмоции, мысли, реакции тела, поведение, результат и инструкции самим себе.
Поставьте лайк, пока не забыли, чтобы другие женщины тоже увидели это видео. Первое упражнение состоит из 3 шагов: фиксация фактов, анализ и альтернативные действия. Оно основано на том, что плохие ассоциации гиппокампа можно разбавить хорошими и натренировать его, вытаскивать именно их в определенных ситуациях. Эту технику перепрограммирования можно использовать во всех случаях, когда ваш мозг выдает импульсивную реакцию. Например, вы теряетесь, если кто-то разговаривает с вами на повышенных тонах, а потом расстроенно перебираете варианты, что вы могли бы ответить. Или наоборот, срываетесь на людей по пустякам, а потом жалеете. Итак, первый шаг – научиться смотреть на ситуацию со стороны, как на эксперимент. Вот мы испугались собаку из нашего примера. Запишем в наш дневник. Только ситуацию коротко, без оценок. Мне навстречу шла женщина с собакой на поводке. Это факт, стартовая точка. Давайте зафиксируем нашу первую автоматическую мысль. Сейчас она на меня бросится. Признаем наши эмоции и отмечаем их интенсивность. Сильный испуг, а еще лучше испуг 8 по 10-бальной шкале. Фиксируем реакцию тела. Участился пульс, слабость в ногах, задрожали руки. Поведение. Заметалась, уронила сумку, забежала в магазин, больно ударилась плечом о дверь. Это все факты. Теперь шаг 2 – анализ. Почему именно такая реакция? В прошлом году меня укусила собака на собачьей площадке. Давайте в спокойной обстановке оценим, была ли угроза реальной. Очевидно, что нет. Записываем. Собака была на коротком поводке, небольшая, угрозы для меня не представляла. Теперь шаг 3. Разрабатываем альтернативное поведение. То есть, что надо делать в следующий раз в похожей ситуации? Спокойно пройти мимо или обойти за метр. Таким образом, вы сказали мозгу: в следующий раз думай лучше, вот тебе инструкция, как действовать. Теперь это нужно закрепить, чтобы автоматически выбрать правильную реакцию в похожей ситуации. Давайте потренируемся. Специально, целенаправленно будем включать префронтальную кору и проходить мимо собак на поводке, наблюдая за своими эмоциями и порывами. Вот вы прошли мимо. Душа ушла в пятки, но ничего не случилось. Записываем в тетрадь это событие, ваши эмоции по 10-бальной шкале, реакцию тела, ваши действия и результат. Все обошлось, собака просто прошла мимо. Проделаем это еще пару раз. Скорее всего, чем дальше, тем меньше ваша миндалина будет выдавать острую реакцию. А гиппокамп запомнит, что не любая собака непременно угроза. Подпишитесь на канал, впереди еще много интересных и полезных видео. Пишите себе инструкции, это реально работает. Прежде чем отреагировать, подышите. Это даст время вашей сигнальной системе подключить префронтальную кору. Через какое-то время тренировок вам уже не надо будет записывать. Вы начнете проговаривать все это у себя в голове. Упражнение номер 2. Возьмем ситуацию с некоторой долей неопределенности. Мы, к сожалению, не все можем контролировать. Толерантность к неопределенности у всех людей разная. У меня очень низкая, поэтому неопределенность для меня всегда большой стресс. Вы лежите без сна и прокручиваете в голове фильм «Катастрофу», «Завтра я проваливаю отчет, меня увольняют» и вся жизнь рушится. Пора включать свет и брать в руки дневник. Перенесите этот фильм на бумагу, запишите ситуацию, завтра отчет начальнику. Затем свои мысли, только честно. Теперь пора отделить нерациональные страхи от реальных рисков. Спросите себя, почему я думаю, что провалюсь? Могу растеряться и сказать хуже, чем умею. Могу не знать ответов на какие-то вопросы. Не уверена в некоторых цифрах. Нарисуйте таблицу. В одну колонку вы записываете последствия, которые могут наступить, если вы провалитесь. Начальник будет кричать, сделают выговор, лишат премии, уволят. Во второй колонке оценивайте реальность наступления таких последствий. Реальны только те угрозы, у которых есть рациональное объяснение. Начальник всегда раздражается и кричит, когда что-то идет не так. Коллегу лишили бонуса за слабый отчет. Мне под 50, у меня высокая зарплата, могут придраться и уволить. В третью прописывайте, что самое худшее может случиться с вами, если угроза реализуется. Я могу расплакаться на глазах у всех. Мне не хватит денег, чтобы поехать в отпуск. Мне под 50, мне сложно будет найти работу, а накоплений у меня не так много. Теперь говорим себе, лежать всю ночь без сна и нагонять себе давление – это нерациональные действия.
Давайте напишем инструкцию, что вы будете делать, если это все случится. Я не стану плакать. Он всегда кричит. И никогда это ничем серьезным не заканчивается. Пусть орет. Я буду кивать и думать о том, какой розовый куст я посажу на даче под окном. Когда он успокоится, я обсужу с ним, что именно нужно улучшить. Покажу свою готовность правильно принимать критику. Буду спокойна и вежливо. Если лишат бонуса, проведу отпуск дома. Обидно, но не смертельно. Буду встречаться с подругами, наконец посмотрю нашумевший спектакль, пойду в бассейн, научусь плавать. На случай самого плохого исхода завтра после работы составлю план, чтобы быть готовой, посчитаю свои финансы, подумаю, кто сможет меня поддержать, составлю резюме, открою сайт с вакансиями, позвоню бывшим коллегам, спрошу, может быть, у них нужен такой специалист, как я. На случай, если быстро не удастся найти работу, составлю план «Б». У подруги вроде есть хороший адвокат по трудовым спорам, он может мне понадобиться. Ставьте лайк, если готовы попробовать снимать свою тревогу таким способом. Это называется когнитивный анализ и формирование плана действий вместо бесконечного накручивания. Вы увидите, что многие исходы неприятны, но не катастрофичные, а значит, не требуют ночного бодрствования и мобилизации организма, как при угрозе жизни. В любой ситуации тревоги и беспокойства наша задача принудительно включить здравый смысл и оценить реальность угрозы, найти альтернативные объяснения и спланировать рациональные действия. То есть перевести себя из режима «бегаю по потолку, гипертонический криз, скорая» или «постоянно о чем-то тревожусь, хронический стресс, бессонница, слабость, давление, туман в голове» куда более комфортный режим «наблюдаю, анализирую, планирую». Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить видео о самопомощи при панической атаке. До свидания.